Всем привет, друзья! Добрый вечер. Добрый вечер. Начинаем нашу трансляцию. Кто есть в чате, плюсик ставьте. Дед Енот. Привет, привет, Ренат. Мишка, привет, привет. Рикола, привет. Начал чуть-чуть пораньше. Пишите, кого посмотреть. Посмотрим. Рикола, кажется, хотел, чтобы его посмотрели. Рикола, он же Тарас. Саш, привет. Дедушка, а что ты так рано пришел? Рикола что-то ничего не добавил нового пока. Нету ничего нового, Рикола. Да-да-да. Дед Енот первее всех. Давайте посмотрим, может у Мишки есть что-нибудь новое. Саш, я тебе скинул видео, ты его посмотрел? Неужели тебе тяжело без ап скачать музыку? Давайте голос Мишки послушаем. Интересно мне, какой голосок у нее. Со стримом? Ну ладно. Ну да, как бы. Кстати, уже, по-моему, начался стрим. Уже начала. Так что всем привет. Такой человек, как я, все время что-то путает. Он сейчас случайно вместо 1.14.4 поставил 1.15. Ну, точнее, забыла вырубить. Я что вчера на серваке Лекса играла. Ну, у Сани. Че? Где там чат? Хороший голос, хороший. Ты же в мире, да? Пока еще нет, я сейчас зайду. В игрушечки Мишка играет. Сервак.
Видишь, дед, как у тебя одного человека засчитали за два, как классно. Всегда бы так засчитывали. Было бы здорово. Аву мы еще вчера посмотрели, дедушка. Прохождение тоже мы твое уже смотрели много раз. Давайте Рената, что ли, посмотрим. Рената посмотрим. Привет, Лёш, привет. Да, всех с праздником. Все правильно, Лёш, с праздником. Саш, какими ты делами будешь заниматься пока? Кстати, Ренат, а какие санкции там были после этого матча? За драку. Ух, Леха, ты без конца работаешь и днем, и ночью. А, посменно. Ого, жесткие санкции были, да. Не слабо. Ренат, а вы знаете, что вот эта цифра значит? Вот здесь вот. Вот эта цифра 30. Эта цифра значит то, что вы раздали в 30 группах. И VidIQ засчитал эти 30 групп. Да, поделились, все правильно. Поделились в 30 группах.
Дед Енот, это был фейк. Я ни на кого не подписываюсь. Хватит уже наподписывался. Все это печально закончилось. Для канала «У вечности за пазухой». Сейчас Сашу посмотрим. Нет, я его не бросил, Лех. Я канал «У вечности за пазухой» продаю. Кто хочет, покупайте. Продаю недорого. Саш, попугая мы вчера смотрели, ты ничего нового не сделал. А мне больше ничего не нравится, кроме попугая. Попугай у тебя круто получился. Вот, друзья, кому интересно, сейчас я вам покажу канал. Канал называется «У вечности за пазухой». Продаю его недорого. Все вопросы по покупке отправляйте в личку. 957 подписчиков на нем. Можете приобрести, обратившись в любую из моих соцсетей. Саш, я тебя спросил, ты смотрел видео, которое я тебе скинул? Как правильно снимать? Кстати, у тебя там правильно все снято было. ВКонтакте, Дед Енот. ВКонтакте. ВКонтакте скидывал этот видос. Можно его сейчас посмотреть, кстати. Дед Енот, видос очень хороший, очень полезный для развития канала вообще. Очень полезный. Давайте я его запущу. Всех я уже обошел, всех мы посмотрели. Сейчас мне его только ВКонтакте тогда найти его надо. Леш, почему я не снимаю? Потому что я хочу снять так. Все сделать по правилам. Записать сюжет. Найти музыку. И все сделать по правилам. И снять со светом, с хорошим звуком. Ну, сейчас вот я тебе... Я, кстати, тебе скидывал, Леш, видео ВКонтакте, которое мы сейчас смотреть будем. Не знаю, посмотрел ты его или нет. Не надо много бабла, не надо вот говорить. Никакого бабла не надо вообще.
Вот, смотри, привет, Ир, привет. Нет, нельзя оценку. Оценка будет после этого фильма. Никакого там оборудования не надо, Лёш. Сейчас реклама закончится. Как я не люблю эту рекламу, блин. О чем я думал? Я идиот. С вами Дэриус Брит, и сегодня мы поговорим о топ-15 ошибок начинающих кинорежиссеров. Я не знаю, о чем вы говорите, лично я не делаю ошибки. Именно эти 15 не делаю. Если вы начали заниматься кинопроизводством, вы просто обязаны совершить ошибки, чтобы потом стать лучше. Есть самые распространенные ошибки, которые совершаем мы все. Например, такие очевидные вещи, как плохая игра, передержанный кадр, неправильная фокусировка. Делю момент, чтобы выделить самые распространенные ошибки. Что ж, приступим. Одна из самых распространенных проблем персонажей, у которых нет четкой цели. Или еще хуже, у них нет цели вообще. Если вы хотите рассказать историю, развитие которой публика сможет проследить, то вам нужен персонаж с ясной целью. Если ваша публика не понимает ваш персонаж или не понимает, что он собирается делать, он запутается и ей станет скучно. Я часто вижу это в короткометражных драматических фильмах, экшн-фильмах. Недоделанный сценарий — это другая распространенная проблема. Вы знаете, что во многих сценариях есть слабые сцены, ничего не сплетается воедино и не имеет смысла, потому что люди спешат, у них нет времени, чтобы получить обратную связь, и они не переписываются, они просто ныряют в съемку и создание фильма. Если вы хотите, чтобы у вас получилась действительно сильная история, которую люди бы поняли, то перед тем, как нажать на запись, убедитесь, что сценарий достаточно сильный. А? Я не слышу, что они там говорят. Почему я не слышу шагов? Если у вас в фильме плохой звук, это первое, что заметит ваша аудитория. Плохой звук — это как большой красный флаг, который кричит: «Я любитель! Это я!» Да, публика терпеть не может плохой звук. Например, если вы выходите на улицу и снимаете фильм, и вы снимаете его ужасно, но у вас отличное качество звука, публика смирится с этим, она подумает, что было задумано сделать фильм как говно. Но если вы вышли и сделали фильм, прекрасное качество изображения, прекрасный свет и чистая композиция, но если звук был ужасный, то они не будут терпеть это. Они подумают, что вы любитель, который понятия не имеет о том, что делает. Я знаю, что это отстой, но не я придумываю правила игры, я просто рассказываю об игре, в которую вы играете. Чтобы получить такой звук, просто уделите ему столько же внимания, сколько визуальному материалу. Поднесите микрофон как можно ближе к актрисе, добейтесь хорошего звука. Не торопитесь, убедитесь, что ваш звук качественный. Неважно, что вы о себе думаете, 16-летний никогда убедительно не сыграет наркобарона, и ваш одноклассник, который того же возраста, что и вы, никогда не сможет правдоподобно сыграть вашу маму. Мы видим подобное постоянно. Пишут роли для другого пола, другой национальности, абсолютно другого возраста, и подбирают людей, которые совсем не попадают в эту демографическую группу. Но вы можете столько изменить перед созданием фильма, и он станет совершенно невероятным. Говорят, что 90% режиссуры — это набор актеров и в натуре. Это правда, если вы не будете торопиться и выберете правильных актеров для ваших ролей. Это сильно облегчит вам жизнь, потому что у них будет верная восприимчивость к роли. Так что не торопитесь, а внимательно подберите актеров, так как это действительно имеет значение. Вы часто можете увидеть так называемое мертвое пространство в работах начинающих режиссеров. Мертвое пространство — это такая область, в которой почти ничего не происходит. Точнее, вообще ничего не происходит. Это просто пустая трата пространства. Это выглядит не очень красиво и обычно означает, что кто-то не применяет правило 3T и не знает о нем. Или торопится и не знает, что делать. Вы можете использовать это как направляющую сетку. В большинстве камер она есть. Если вы не знаете, как ее использовать, то вам понадобится немного практики, чтобы привыкнуть к ее применению. Это очень полезный инструмент для установления баланса и симметрии в ваших композициях. Использование правила 3T дает вам такие кадры. И такие. И такие.
Симметрия, баланс, внимание к деталям. Не нажимайте запись сразу, а уделите время и найдите симметрию на месте съемок, симметрию в кадре. Внимательно создавайте композицию ваших кадров. Другая встречающаяся проблема — это кадры без глубины. Вы видите актеров, которые снимают напротив стен и углов. Это создает очень скучные плоские композиции, которые неинтересно смотреть. Уведите ваших актеров от стен, добейтесь глубины в ваших кадрах. Когда я делаю композицию кадра, я всегда ищу способы создать большую глубину. Вот примеры кадров с глубиной. Обратите внимание, что в этих кадрах несколько слоев. Что-то происходит на переднем плане, что-то происходит на заднем плане. Кадры настолько богаче и динамичнее, и на них смотреть гораздо интересней. Если вы смотрели мой короткометражный фильм «Sea Food», обратите внимание, что в нем есть кадры, в которых камера расположена не в той же комнате, где находятся актеры. Мы специально снимали через дверной проем, чтобы уловить происходящее, потому что это была очень маленькая квартира. Если вы на месте съемок, в котором очень маленькие комнаты, в котором особо не развернуться, снимайте через дверной проем. Это прекрасный способ добавить глубины. У меня есть для вас два слова: визуальное оформление. Вы можете увидеть белые, простые, неинтересные стены повсюду в работах любителей. Это как белая тюрьма, это как Олимп, как бесконечное белое пространство в «Матрице». Это белое и скучное пространство взрывает мозг. Повесьте картину, повесьте постеры из журналов, раскрасьте стены, сделайте что-нибудь, сделайте что угодно. Что, если бы я снял этот эпизод на фоне белых стен? Как-то не очень, правда? Иногда это нельзя избежать, если у вас нет контроля над местом съемки. Тогда да, все понятно. Но в других случаях, когда вы можете сделать что-то с этими белыми стенами, сделайте это. Когда я готовился к съемкам моего короткометражного фильма, мы собирались снимать в моей квартире. В моей квартире были обычные неинтересные белые стены. Я потратил пару сотен баксов и купил краску и инструменты для покраски, и покрасил стены, чтобы на них было интереснее смотреть. И поверьте, конечный результат будет иметь огромную разницу. Окей, что сейчас произошло? Я ничего не вижу. Друзья, свет — это не опция, это требование. Если люди не могут увидеть, что происходит в вашем фильме, они потеряют интерес. Кадры, которые не освещены, обычно выглядят очень плоскими, глупыми и неинтересными. Поверьте, если вы умеете правильно освещать, вы можете сделать так, что супер дешевый фильм будет выглядеть очень дорогим. Существует много онлайн-ресурсов, где вы сможете узнать об этом. Фильм Райт. Классик фильмейкер. Кадровый материал Фредди Вонга, американский журнал кинооператора. Кадровый материал любого фильма, который вы смотрите. Перебивки — это когда вы снимаете непродолжительное действие, которое находится в этой же сцене, но под другим углом или с другим фокусным расстоянием. Обычно детали сцены. Как правило, крупные планы маленьких деталей составляют большую часть перебивок. Новички часто добавляют ненужные вставки, например, такие. Мы уже видели, как она тянется за очками. Нам не нужен крупный план того, как она хватает их. Если бы рука пропала из кадра, а затем появилась с очками, то мы поняли, что она взяла очки. Это лишние вставки, так как они совершенно не важны для этой сцены. Это ничего не добавляет сцене, ни напряжения, ни информации, ничего. Крупный план — это очень мощный инструмент, и вы должны использовать его очень выборочно, потому что каждый раз, когда вы используете его, вы говорите зрителям следующее. Вам нужно обратить очень пристальное внимание на эту вещь, которая прямо здесь. Это супер важно. Посмотрите на нее, это важно, очень важно. Если вы постоянно показываете зрителям неважные вещи крупным планом, то рано или поздно они перестанут обращать внимание на ваши крупные планы. И, возможно, они перестанут обращать внимание на весь фильм. Если бы мы знали, что эти очки — это бомба, которая взорвется около ее лица, тогда было бы правильно показать крупным планом, потому что это создает напряжение. Некоторые люди называют это сапожной резиной. Но в целом, это когда люди делают что-то неинтересное, то, на что нам совершенно не нужно смотреть. Например, когда кто-то входит или выходит из дверей, или идет отсюда туда. Sounds about right.
Подробная остановка на неинтересных действиях может сильно затормозить ваш фильм. Нам не нужно смотреть на то, как ваши персонажи физически идут из одного места в другое. Вы можете вырезать многие из этих излишних движений. Темп станет приятней, быстрее и стремительней. Пауза и эпизоды с молчанием должны быть обоснованы. Когда два персонажа говорят и взаимодействуют друг с другом и останавливаются, чтобы подумать или как-нибудь отреагировать, это действительно может помочь затянуть вашу публику в сцену. Но если у вас слишком много затяжных пауз и молчания для раздумий и размышлений, это может привести к обратному результату и сильно замедлить сцену и отвлечь зрителей от фильма. Grant, right? Right. The other night at the party, you were about to say something. Yeah. So you stopped me. You know why I stopped you? Nope. I just figured you was trying to play me. I wasn't. So what were you gonna say? I don't know. Might not be a good idea after all. Look, play dumb if you want to. This will be the last time you had this opportunity. Довольно медленно, правда? Это неправильное представление о том, что драматические фильмы должны быть наполнены долгими паузами и размышлениями. К вам совсем не нужна куча пауз, чтобы создать напряжение. Вам нужно запомнить одну вещь. Чем меньше пауз вы делаете, тем более сильной будет каждая пауза, поэтому вы должны тщательно выбирать, где вы сделаете моменты молчания. Также бывает, что персонажи слишком долго стоят на одном месте. Мы видим такое постоянно. Персонажи ведут долгие разговоры, стоя или сидя на одном месте. Это не только скучно, но и неестественно. Вы замечали, сколько профессиональные актеры двигаются в голливудских фильмах? Они редко стоят на одном месте, потому что они используют движение, чтобы рассказать историю. I just gotta call the office before they go. Joe, you're gonna be real proud of me. I got good news. Движение прекрасно работает. Когда вы двигаете персонажей, это делает вашу сцену живой и энергичной. Вы удивитесь, какой активной станет ваша сцена, если вы будете использовать силу движения. Заставьте ваших актеров двигаться, пусть они делают что-то. Если у вас есть сцена на кухне, не позволяйте актерам просто стоять и разговаривать, как манекенам. Пусть кто-нибудь из них сделает, например, сэндвич с сыром, а другой достанет что-то из холодильника. Создайте им какую-то деятельность, пусть они чем-то занимаются, потому что никто не стоит просто так во время разговора и ничего не делает. Каждой истории нужно определенное количество диалогов, чтобы создать ситуацию и развивать ее. Но существует распространенная тенденция слишком сильно полагаться на болтовню. Я имею в виду, что некоторые фильмы представляют из себя сплошные разговоры. Вы можете заменить эти разговоры действиями, создать настоящее шоу без слов. И вы удивитесь, но фильм станет только интереснее. Существует уйма фильмов, которые состоят из действий ради действий. Этого становится слишком много и быстро наскучивает. Многие поспорят, что такие парни, как Фредди Вонг, добились большого успеха, создавая короткометражные экшены. И я соглашусь, но в их фильмах было больше, чем просто экшен. В них был юмор. Это больше похоже на экшен-комедию. Существуют короткометражные фильмы, в которых применяются запоминающиеся абсурдные концепции. В этих фильмах больше креативности, чем просто действия. Сколько раз фильмы начинались с момента, что кто-то просыпается? Этот прием использовали 1000 раз. Также есть и другие клише, с которых можно начать фильм. Если вы смотрите много фильмов, то тоже начнете их узнавать. Вы должны прочесать ваш сценарий на наличие клише, потому что иногда они могут проникнуть туда, а вы и не заметите. В общем, если вы смотрите много фильмов и короткометражек, то ваш радар клише перестает работать, но в то же время вам будет легче их найти даже в своей работе. И я не говорю, что вы не можете их использовать. Я говорю, что если вы собираетесь использовать клише, то вы должны найти способ сделать это интересно, добавить новизны, которая будет отличать его от того, что мы видели ранее. Что вы предпочтете смотреть? Это? Или это?
Вероятнее второе, потому что оно интереснее. Здесь создается загадка со всем этим надеванием маски. А в первом видео просто какой-то чувак просыпается. Уделяйте особое внимание первым моментам своего фильма. Вы должны захватить аудиторию чем-то интересным, потому что если вы не захватите ее с самого начала, она, возможно, не будет смотреть весь фильм. Справедливости ради скажу, я чаще всего это вижу в короткометражных экшн-фильмах, но иногда встречаю в драмах. Музыка слишком эпичная для того, что происходит на экране. А иногда музыка просто не подходит. Интенсивность музыки доходит до такого предела, а в действительности мы видим что-то на таком уровне. Не хочется говорить это, но музыка, которую вы выбираете для фильмов, не всегда ваш наилучший выбор. Существует много бесплатных музыкальных сайтов, где вы можете поискать и найти музыку для вашего фильма. Но вы должны очень тщательно выбирать ее. Честно говоря, там очень много эпичной музыки, и вы можете захотеть использовать ее для вашего персонажа или сцены, в то время как это делать не нужно. Я бы предпочел фильм без музыки, чем с эпичной музыкой. Так вот, я думаю, что стоит упомянуть, что если вы изучаете кинопроизводство, то вы совершите много ошибок. Это неплохо, а даже хорошо, потому что это значит, что вы что-то делаете и учитесь на этом. Однажды я услышал такую фразу: «Самое лучшее, что вы можете сделать, это сделать правильно. Второе лучшее, что вы можете сделать, сделать неправильно. И самое худшее, что вы можете сделать, это не сделать абсолютно ничего». Насколько я знаю, пока вы делаете фильмы, вы совершаете ошибки и учитесь на них. Вы на правильном пути, чтобы стать хорошим кинорежиссером. Ох, это было стремительно. Да, это было стремительно. Друзья, если кто-то будет возмущаться, то мы будем смотреть все время фильмы, которые будут учить вас. Понятно? Кто там, Саш, самый первый приходил? Не помнишь? Локус, да, вроде Локус. Ну и хорошо. Локус плюс в чат. Джексон. После Локуса Джексон. Оцените Джексона, друзья. Шапку. Он просил шапку, Аву оценить и еще просил оценить видео. Фокс, отдохни чуть-чуть. Оцениваем сейчас Джексона. Шапка мне нравится, шапка хорошая, 50 из 100. Аватарка 1 из 100. Превьюхи 0 из 100. Сериалы, которые смотрят по 7 человек 2 месяца назад.
Смарт, надо посидеть 10 минуток. Вот 5 минут помолчи, посиди. Сейчас оцениваем канал, не видно? Что мы канал оцениваем? Да. И какой ты хотел, чтобы тебе видео тут оценили? Оцениваем последнее видео твое. Интро отстой. Интро 0 из 100. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Джексон. Я приветствую вас на своем канале. Это у нас уже... Звук хороший. Звук у тебя хороший. 98 из 100. Шипение от кулера, правда, компьютера мешает. Ну, это летсплей. Летсплей хорошо. 50 из 100. Описание у тебя хорошее описание. Просто СЕО маленькое. Ты теги не прописал. Теги прописывать надо. По тегам 0 из 100. Музыка у тебя авторская 0 из 100. Мог бы постараться не полениться и найти музыку не авторскую. Комментария нету. На последний комментарий не ответил. Комментарий не закрепил. Короче, исправляй. Это интро, сделанное в магазине для Интер. Штамповка, да. Штамповка, которую вы свое имя вводите туда. И миллион человек уже так вот с этим интром бегают. Ой, господи. Ничего. И вот это интро бьет по морде буквами. Это самое худшее интро, которое можно придумать. С бесплатного сайта, конечно, с бесплатного сайта, да еще и бесплатное интро. К тому же. Короче, интро, которое бьет по морде, это ужасное интро. Это такая глупость, такой отстой, просто ниже плинтуса. И у каждого второго Васи, который заходит, такое интро. А можно постараться, можно сделать в Adobe After Effects, посидеть минут 10 и сделать красивое интро. По туториалам Мармока. 10 минут всего займет сделать хорошее интро. Оценку Анчику. Что обозначает... Анчик это Аня, наверное. Нарисуй-ка. Нарисуй-ка. Лукас, ты куда уходил-то? Мы тебя спрашивали, просили. Ты если будешь туда-сюда ходить, мы тебя оценивать не будем. Иди дальше ходи где-нибудь там. Для нарисуйки нормально. Короче, придумано. Грин Бубр, надо посидеть 10 минут. Отдохни 5 минут. Много пишешь очень. Не видишь, оцениваем. Задолбали своими сообщениями. Один раз написали и сидите, ждите.
Видите, оцениваем человека, который уже 20 минут отсидел тут. Короче, шапка, друзья, оценка шапки. Оценка шапки в чат. Напишите, пожалуйста. Для нарисуйки 25 из 100. Авочка для нарисуйки 45 из 100. Рисунки классные, молодец. Но теней вообще... Теней на рисунках нету. Света нету. То есть человек только с цветом играется и с формами. Ну, думаю, научиться надо тени изучать. Если рисунки без теней, это отстой. Дети лучше рисуют, честное слово. Вот с тенями, видишь, с тенями, вот этот рисунок классный. Вот здесь вот щечки затененные, лапки затененные. Вот так надо рисовать. Надо тени и свет обязательно использовать. Без теней и света это можно даже не смотреть. Следующий. Локус. Локус еще здесь, плюс еще. Да, Анечка, или как там тебя? Попробуй поработать с тенями, Ань. У тебя все получится. Знаешь почему? Потому что ты цвет ловишь. Ты видела, какой цвет у Ван Гога? Посмотри его. Добавь цвету, свету и теней. Будет у тебя все круто. Друзья, если вы хотите стать художниками, обязательно учитесь у великих. Если художник не умеет передавать свет и цвет и тени, то он не художник, а так просто даже не рисующий, калякающий, понимаете? Как Малевич, квадрат черный нарисовал и все. Он накалякал. Каляки-маляки. У меня ребенок лучше рисует. Там с тенями проблем поменьше. Анечка, я просто хочу, чтобы ты научилась. В следующий раз придешь, покажешь нам что-нибудь такое. Ну вот у тебя там есть. Я же показал рисуночек, на котором ты постаралась. Мне очень понравился тот рисуночек с тенями, где ты пыталась 3D передать. И все натюрморты это 3D, понимаешь? Художник, если не умеет рисовать 3D, а есть люди, которые акварелью рисуют 3D, это ты представляешь, какая сложность водой? Водой, она растекается вся по листу. Акварель это вообще чудо. Чудо чудесное. Там слоями, как в фотошопе надо работать. Художники слоями рисуют акварелью. Это не масло. Масло легче намного. Локусу сделайте, пожалуйста, оценочку. Анечка, тогда не обижайся на меня. Я просто хочу, чтобы ты стала лучше. Поэтому буду жестко оценивать всех. Больше пощады никакой не будет. Будете получать критику по полной программе для вашего развития. Отлично, отлично. Потому что лучше я тебе скажу со стороны, что лучше сделать. Потому что ты в правильном направлении начнешь двигаться, и все у тебя получится. Знаешь, как это называется? Временные трудности. Друзья, рекомендую вам посмотреть российский фильм. Называется «Временные трудности». Сразу же, прям после стрима. Или можете прямо сейчас во время стрима идти и смотреть фильм «Временные трудности». Посмотрите, пожалуйста. Он вас замотивирует очень-очень сильно. Надо обращать внимание. Друзья, оценку Локусу дайте, пожалуйста. У него тут тени есть. Присутствует. Тень от руки вот упала на плечо. Под шеей тень есть. Под рукой глаза, конечно, тоже тень есть.
Хоть она и не ровная, кривая какая-то тень, но она есть, это уже плюс. Полтинничек тебе из 100. Да-да-да, вот я тоже, Ренат. Полтинничек из 100. Полтинничек из 100 за Аву и за шапку. Единственное, ты голову, Локус ему голову отрезал, половину. Темечко, где пальцы? Ты знаешь то, что в руке самое красивое это пальцы. Если ты пальцы передаешь на руке, тогда это красиво. А так ты, блин, обрезал, поэтому тебе обрезанная сотня. Полтинник тебе. Ну, раз ты это так и сделал, то ты сделал это неправильно. Не обрезай голову людям. Ты чё? Ты чё творишь с рисунками? Давай тебе фотку сфотографируем, полголовы отрежем. Будут только глаза. Прикрытые половинкой руки. Алло, иди отдыхай. Алло, будешь так разговаривать со своей мамой, понял? Ну, имей в виду, что надо серьезно к своей работе относиться. Если ты не будешь сам себя критиковать, тогда у тебя хрен чего хорошего получится. И, в общем-то, люди-то смотреть не будут. А если ты хочешь, чтобы тебя смотрели, тогда надо делать смотрибельные вещи. Генджи, я тебе сказал, куда обратиться. Ты что, забыл, что ли? Да-да-да, молодец, Саня. Ты что, забыл, что ли? Я тебе каждый день должен говорить, куда обратиться. Это такой стиль? Ну тогда оценки мои не проси. Иди проси у людей, которые стиль этот оценят твой. Я вот оценку такую тебе дал. Это не стиль, это обрезанная голова. Он у Смоки руку оторвало. Как это? Зачем? Локус, я хочу, чтобы ты лучше сделал. Ты же можешь лучше сделать. А ты говоришь, стиль отмазка не принимается. Можешь сделать лучше. Сделай лучше, пожалуйста. Я уверен, что у тебя получится. Не надо писать мне, что ты не можешь. Можешь. Смог поставить шапку, значит, смог бы ее и сделать правильно. Потом превьюхи у тебя, конечно, там слабенькие. Превьюшки я посмотрел. А вот у Саши спроси, у Саши Дэнди, как лучше сделать, он на телефоне все делает. Кто следующий? Смоки, не по теме пишешь, сейчас в баню пойдешь. Грин, да? Давайте Грина посмотрим. Видос оценю, давай. Давай оценю. Какой видос оценить? Грин.
Ну да, там немного надо было опустить. Юля, блин, вот я... Ира правильно говорит. Какая-то Юля у меня к языку прицепилась к моему. Неужто? Неужто будущая моя жена Юля будет? Сейчас только бы Настя не услышала. Недостатки, которые вы здесь нашли, в том числе и недостатки голоса. Ну, если громко, если тихо, мы это все в следующем видео настроим. Слушай, очень громко. Звук у тебя хороший, но очень громко, поэтому 10 из 100. Летсплей это хорошо, конечно, для тех людей, которые будут смотреть этот летсплей. У тебя абсолютно не оптимизированное видео. Абсолютно. Описания нету. Дурацкое название. Тегов нету никаких. Иди исправляй все. 0, короче, из 100. Превьюха отстойная. Да не, сарказм надо писать, конечно, надо. Так, видос ты хотел, да, Смоки, чтобы у тебя оценили? И что тут оценивать? Превьюхи на нем нету, 0 из 100. Всем привет, дорогие подписчики. Звук хороший, голос хороший. 300 подписчиков. Надеюсь, мы наберем 90 из 100. Будет 400 Смоки. подписчиков. Пацаны, переходите по Звук ссылке на классный. топового чувака. Вообще лучший звук за сегодня, который я слышал. Наберем в этот раз 30 лайков, и я выпущу смешные моменты в CSGO, в стендов, ну типа во всех играх, которых я играл. Пока я... Видос фигня вообще полная. Ни о чем. Оптимизации видео нету. Кто там следующий? Или все в бане? Эмеральда только пришел же ведь. Да помню, сейчас, голубец, пойдешь, блин, тоже в баню.
А чё, Эмираль же ведь не отсидел нифига 10 минут. Он только пришел. Да понял я, что ты вот 10 раз Академию грехов помню, это ты, я понял. И что теперь с голубем, как тебя можно перепутать? Ты же голубь, у тебя на аватарке голубь. Поэтому тебя не перепутаешь. Что ты переживаешь-то так? Кстати, у Эмиральда классная шапочка, мне понравилась. Отдохни 5 минут, Эмираль. Да, завтра будет, Мишка, будет завтра стрим. Голубь, ты еще 10 минут не отсидел. Отсидишь 10 минут, тогда оценим. Мишка, а че это ты помирать собралась? Ты че такие вещи-то говоришь? Я еще раз говорю, посмотрите. Фильм называется, вот сейчас после стрима, называется «Временные трудности». Посмотрите фильм «Временные трудности». Саш, еще раз дизлайк поставишь и уберешь его, я с тебя сниму модерку и будешь без модерки и забаню тебя навечно. Ты меня задолбал уже полностью, вот. Бесишь уже меня. Я вижу, кто ставит и кто убирает. Что ты мне сказки рассказываешь? То тупые слова какие-то пишешь в чат. Нет, неплохое настроение. У меня теперь все будет как в этом фильме «Временные трудности». Посмотрите фильм «Временные трудности». Поймете, почему я сегодня дисциплину навожу в чате. В творческой студии, Дед Енот. Друзья, это же вам же полезно будет. Теперь не ставишь, естественно. Теперь ты не ставишь, когда я на тебя чуть-чуть поругался. Саш, я тебе говорю, вот ставишь. Что ты врешь-то мне? Больше всего ненавижу, когда люди врут. По статистике люди врут каждые 6 минут. Ты врешь вообще постоянно. Друзья, еще раз рекомендую вам посмотреть фильм «Временные трудности». Он вам поможет в вашей жизни. Замотивирует вас на всю жизнь. На голубец. Господи, голубь сизокрылый. Оценку голубю дайте, пожалуйста. Сань, тебе просто не сидится на месте, я тебя понимаю, тебе хочется уйти со стрима,
но ты но ты не уходишь, поэтому у тебя психика срабатывает так. Ты то подписываешься, то отписываешься. Только ты так делаешь, Саш. Поэтому не надо меня обманывать, я же вижу все. Насквозь тебя вижу. Еще ты скажи, что ты не подписываешься и не отписываешься каждые 10 минут. Это неадекватное поведение, Саш. У тебя проблемы, похоже. Тебе показать, сколько раз ты подписался, отписался в течение недели? Хочешь, сейчас всему чату покажу? Чтоб ты больше не врал. А Флози сколько отсидел? Привет, привет. О, Эмеральд вылез. Эмеральда смотрим. А Флози сколько отсидел? Саш, я сейчас все исправлю, хочешь? Оценочку Эмеральду дайте, пожалуйста. В фотошопе забабахал шапку. Использовал помимо фотошопа синему 4D еще использовал. Цвет, конечно, жесть какой свет и цвет. Теней вообще нету. 35 из 100. Кстати, у тебя получше даже, вот превьюшка получше сделана, чем то, что у тебя сейчас стоит. Начинающий? Зачем оценку тогда просишь начинающий? Учись тогда, делай. Я думаю, что ты не начинающий, ты... Хорошая шапочка, очень хорошая, четкая шапка. С тенями, со светом, с отличным флози. 96 из 100. Отличная шапка, мне очень понравилась. Фолзи. (96 из 100). Отличный шрифт. Отлично. Все сделано очень красиво. Здорово. Единственное, что ты когда вырезал вот этого парня, то волосы ему правильно вырезать не смог. Вот это отстой, конечно. Волосы вот эти вот. Жесть какая-то. Так не вырезают картинку.
так картинку не вырезают. Если... Посмотри туториалы в интернете, как правильно вырезать. Спайк вообще красавчик здесь. Ничего не сложно, что ты врешь сложно. Ничего сложного нету. Посмотри туториалы, тебя научат, как вырезать за 2 секунды ну, чтобы волосы вырезались хорошо. Я могу сейчас прям тебе показать эти видосы. Вы ленитесь. Спешите куда-то. Не надо спешить. Делал бы все хорошо. Потому что вот спайк у тебя вообще бомбический. Вот этот гребешок подсвечен классно. Лоб у него подсвечен. Тени падают от гребешка. Затененная рука, подсвеченная рука. Красота, красота. Если бы все вот так делали, как спайк вот здесь у тебя изображен. Если бы все так делали, если бы цветокоррекция у всех такая была бы, друзья, вы бы делали шедевры. А ты этих двух, ну, вот эту парочку просто вырезал сюда и кинул. Ты даже в кривых их не поправил. Они все покрыты какой-то мукою. Видишь? Свитера не бывает такого цвета. Как будто их посыпали мукою, блин, волосы вот эти, посмотри. Он седой? Какого хрена он в 14 лет седой, блин? Друзья, старайтесь, когда вы что-то делаете, старайтесь. Не то я буду разносить ваши шапки в пух и прах и говорить вам все по теме. Понятно? Будете получать по теме. Фон классный, фон великолепный. Вот этот вот эти шипы тоже классно сделаны. 3D эффект здесь. Вот они с тенями все сделаны. С подсветкой, с тенями и с этой стороны. Ну, спайк вообще меня удивил очень сильно. Иди, Саша, иди. Ты пересидел, тебе надо отдохнуть. Превьюхи тоже вот можно было сделать. Вот смотри, тут ты постарался с текстом, постарался. А на превьюхах вообще не старался. С превьюхами какую-то туфту сделал. Мишка, пока-пока. Не ври. Вот ты когда спайка вырезал, ты старался. 3D спайка вырезал и поставил на шапчулечку. Ты старался. Когда ты вырезал вот эти вот яйца, блин, с шипами. Плетеные. Ты старался. Все вы говорите, тогда не ставьте вообще шапку, она нафиг не нужна. Самое важное вообще на видосах это превьюхи. Если ты делаешь такие превьюхи, понимаешь, что я тебе говорю? Превьюхи надо делать хорошие. Превьюхи это 90% успеха. Тебе каждый Вася скажет об этом. Плюнь на шапку, удали ее и аватарку удали. Но превьюхи делай хорошие. Знаешь что, я тебе могу сказать, что тут не так. Текст, он несмотрибельный здесь вообще. Можно было сделать... Зачем ты фон подсвечивал в середине под белым текстом? Нафига ты это сделал? Если ты скачал такой фон с такой подсветкой, то этот цвет текста не подходит. Ладно, хороший шрифт. Шрифт хороший, мне нравится. Но вообще не видно текста.
Вот здесь видно одна катка 15 килов. Вот здесь видно. Ну вот на этих двух не видно, и вот на этом не видно. Может тебе, конечно, на телефоне... Да, вот я смотрю на телефоне. Типа на телефоне нормально все видно. Ну да, скорее всего, на телефоне у тебя так просто. А я же на комп смотрю. На компе у тебя все растянутое. Как будто взяли, знаешь, резинку и растягивать ее начали. На компе смотрится убого. А на телефоне смотрю классно. На телефоне, да, вот. Издалека, когда смотришь, классно. На телефоне. Ну, седину убери у чувака, блин. Муку с них. Возьми щеточку, почисти их вообще. Или удали их отсюда. Они не в кассу тогда получается. Оценку, я же тебе давал оценку. Оценка тебе за шапку 96. Если ты муку не уберешь, тогда будет 25. Муку убери с них. Аватарка тоже 70 где-то у тебя. Превьюхи на телефоне смотрятся классно, 70. А вот на компе ужасно просто. На компе они и 10 не выдерживают. Ты должен на разных... посмотреть на разных гаджетах, как у тебя смотрится все это. Люди, вот я, например, смотрю же с компа. Да, да, Мишка, можно смотреть стрим на телефоне. Давай оценим. Crazy. Давай, давай. Друзья, быстренько пишите, кого оценить. Быстро оценим. Пожалуйста, Фолзи, пожалуйста. Фаун, сейчас 2 минутки. Давай сейчас чувака быстро оценим. С Новым годом вам, друзья. Со Старым Новым годом. Отличная шапка, очень мне нравится. Красиво. Красивая шапка. Фаона обязательно оценим. Красивая шапка, классная шапка. Такая праздничная. Здорово, со вкусом сделано. Аватарка не очень хорошая. Аватарка вообще... Нет, Мишка, не оценю сериал друга. Вот шапка тоже Ренату понравилась. Красивая шапка, классно сделана. Очень со вкусом. Цвета подобранные со вкусом. 85 за шапку. За аватарку 15. Превьюшки. Последняя превьюха отстойная. А вот там, где с цветами игрались, вот это классная превьюха. Вот это превьюха 100 из 100. Вот это вот. Где скачать, как установить. Вот это превьюха 100 из 100. И рядом вот эти две превьюхи, они где-то полтинника 100. Вот это 100 из 100. Вот эта превьюха самая лучшая. Это топовая превьюха. Вот это топ. А, у тебя и просмотров на этой превьюхе много. 266 по сравнению с другими превьюхами. Ну, вот я тебе об этом и говорю. Я об этом и говорю, что вот эта превьюха, она выстрелила у тебя. Потому что она 100 из 100 превьюха. Фаона, да, или кто там? Фаон плюс в чат. Да тема захайпованная, я про другое говорю. Я про то, что превьюха хорошая. Там превьюха сделана качественная. Очень качественная превьюха. И просмотров у нее из-за этого больше. Потому что кликабельность большая.
Фаон. Интересно сделанная шапка. Видосов нету. Смотреть тут нечего. Оценочка. Полтинник тебе. Ну вот. Ренат тоже полтинник поставил. Кто следующий? Ник, можно, конечно, можно. Три d Космос, привет, Раф. Да-да, Смэш Кэш, сейчас посмотрим. Смэш, очень много пишешь сообщений лишних. Ника оцениваем. Полтос тоже. Полтос за мутную шапку. Ну, очень-очень ты пересветил ее. Интрочку. Интро, наверное, такая, как у всех. Опять скачанная с какого-нибудь бесплатного сайта, блин. Не, недолго, Раф. Ты под конец стрима пришел. Короче, отстойное интро. Да еще и с музыкой, блин, авторской. Это пипец, короче. За интро тебе 10 из 100. Sunrise. Классный каналчик у тебя. А не надо расстраиваться, Ник. Интро правда плохое. Говорю как есть. Тени добавил нормально, да. Вот сейчас ты теней добавил, а свет убавил. Сделай свет на буквы, чтобы падал свет. Свет надо, чтобы на буквы падал. Че они какие-то у тебя мутные стали? А тени добавил красиво. Уже по-другому смотрится. Видел? Уже видишь, как у тебя по-другому смотрится? Уже лучше и лучше. Sunrise, не учи отца купаться. Понял? Будешь учить на своем стриме или где-то там. У тебя самое красивое в этой шапке. Лампочка. Лампочку в фотошопе с подсветкой можно сделать за 45 секунд.
Видео абсолютно не оптимизированное. 0 из 100. Звук классный. Звук 70 из 100. Звук хороший. Музыку хорошую поставил. Видос классный. Поэтому у тебя с 3 подписчиками, как это, в YouTube Google все знает. Окей, Google, задай вопрос вот этот Google. Как тебе Google объяснит все? Не буду я тебе ничего объяснять. Видос хороший. При 3 подписчиках 42 просмотра, это cool. Если бы оптимизированный видос был бы, думаю, мог бы набрать и гораздо больше. И раздачу надо... Таким видосом надо делать раздачу. Классное видео. Первый вижу геймплей, который хорошего качества. И теги видео есть. Приколи. И ни один тег не ключевой. Вообще ни один тег. VidIQ показывает, что у тебя теги левые какие-то. Ты хоть теги ключевые подбирай. Ты когда теги ключевые подбираешь, у тебя здесь циферка стоит рядом с тегом. Тогда тег засчитан. VidIQ показывает, если циферку, тогда тег засчитан. А так у тебя не все это впустую теги выкинутые, просто на помойку. Поэтому у тебя SEO маленькая, 8,9. Я только что, Раф, я только что говорил, как определить. Только что. С хэштегами я тебе еще раз говорю, все вопросы задавай YouTube, там миллион туториалов есть. Слышишь? Ваня, Sunrise. Ты если еще раз будешь под конец стрима моего приходить, сразу в бан будешь залетать. Потому что ты все прекрасно знаешь. Начинаешь мне тут концерты устраивать. Вот сюда все вопросы пишите. Все вопросы, которые у вас в голове возникают, сюда пишите. Нажимайте на эту лупу. И вам выпадает 90 тысяч видео. Лучших видео с туториалами. С обучающими курсами. И все их смотрите. И вопросов мне не задаете. И потом делайте по этим видосам все. А потом приходите ко мне на оценку. И я вас оцениваю. А всякую туфту смотреть и разбираться в этом будете на других стримах. Сейчас, Раф, посмотрим. Сейчас тени посмотрим. О, свет классный. Ренат еще здесь. Ренат, смотри, как он классно сделал. Вот не зря я на него тут минут 15 потратил. Вот это ты хорошо сделал. Очень хорошо. Я именно про текст говорю в этом месте. Про тени, про текст, про подсветку, про цвет. Сейчас ты сделал классно. Тебе нравится, Ренат? Просто вот приятно смотреть. А когда вы делаете все через одно место, то, блин, лучше не приходите вообще на этот стрим и не показывайте себя, не позорьтесь. Просто позоритесь, понимаете? А вот Эмираль пошел, через 5 минут все исправил, сделал чудесную шапочку. Чудесную. Вот этот, правда, Вася, видишь, у тебя стоит вообще... Да, поработал с тенями и сразу как смотрится, да? Вот это место шапки стало смотрибельнее на,
Вот все остальное туфта, а вот это место шапки вот отсюда и до сюда, вот до этой буквы, вот до буквы Эмира, вот Эмира, вот это вот эти, вот здесь классно, вот здесь 100 из 100, 100 из 100, все остальное, ну, блин, 10 из 100. Можешь же ведь сделать круто. И на аватарке ты подсветочку сделал, градиентик вставил. Блин, Эмиральд, ну если ты сделаешь, доведешь всю шапку до ума, я ее буду показывать в пример всем, кто будет заходить. Сколько всего баллов, я тебе сказал. Вот за это место только тебе 96 дают. 96 из 100. А все остальное не считается, короче. Вообще. Потому что ты не старался. Ни здесь, ни здесь. С этими буквами не старался. Что тебе начать? Хочешь, начинай. Не хочешь, не начинай. Мне вообще все равно. По барабану. Ты как будто мне одолжение делаешь. Ты чё вообще? Прикалываешься? Мне вообще параллельно, что ты там делаешь? Ты пришел оценку получить, ты ее получил 100%. Раф, какой ты хотел посмотреть? Теги какие? SEO, что ты хотел посмотреть? Вот этот, да? Раф. Раф, ты здесь или 3D? Во. Я подумал, ты пошел 3D модели делать, как всегда, блин. Двадцать 29,3, Раф. Маленькая оценочка. А знаешь, почему ты тегов мало написал? И они, вот смотри, они у тебя вот единственный у тебя тег ключевой сработал. Вот этот вот с решеточкой, двоечкой. Вот он тег единственный. У тебя оценка почему? У тебя единственный ключевой тег, принятый YouTube. Все остальные теги можно выкинуть сразу. У тебя единственный тег, принятый YouTube, хэштег двоечка стоит на нем. Типа он его как... сначала хэштег 1 идет, потом хэштег 2. Позиция, по которой он даже, видишь, пишет. Позиция, на которой выдается это видео при поиске в YouTube по данному ключевому слову. Вот этот вот тег сработал. Все остальные не работают. Потому что надо подбирать правильные теги. Вот когда ты подбираешь, он у тебя все будет с цифрами давать теги. Все. Все будут с цифрами. Все 20 тегов будут с этими циферками. А как понять, почему он так сработал? Вот здесь вот вопросик, Раф. Вы же умеете поиском пользоваться YouTube? Задаете все вопросы туда. И смотрите видосы на эту тему. И делайте, как там люди учат. Ну ладно, друзья. Всего хорошего. До завтра.
С наступившим, поздравляю вас с наступившим Новым годом, старым Новым годом. Желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. Отличного вам настроения завтра. Если вы учитесь, чтобы вы получили хороших оценок, да, чтобы у вас все ваши желания исполнились, позитивные. Ну ты одну букву подсветил и все. Ты что, каждый раз меня будешь спрашивать, чтобы я к тебе заходил? Надо, чтобы вся шапка подсвечена была. Вот этот чувак должен быть подсвечен. Вот этот знак PS должен быть подсвечен. Вот этот знак PS должен быть подсвечен. Вот этого не трогай, это нормально. В следующий раз я смотреть уже не буду. Мы на тебя, много времени потратили. Спроси у Саши, хорошо или нет. Друзья, те, кто работает, чтобы ваша работа получалась у вас, я больше смотреть Эмиральд я не буду. Мы тебя 10 раз посмотрели. Растянем все эти 10 раз на 10 стримов. Через 10 стримов приходи, посмотрим. Когда ты все исправишь. Если не исправишь, вообще смотреть не буду. В бане будешь сидеть. Потому что. Вот, хихикаешь, вот похихикай. Ну все, друзья. Охрана, выводите всех из магазина. Магазин закрывается. Уже он 26 минут проработал дольше, чем положено. Друзья, уходим. Если кто спросит, мы геологи. Пока-пока.